Добрый день. Сегодня у нас несколько необычный формат. Мы поговорим не про какой-то конкретный исторический период, а поговорим про события, которые происходили в течение жизни одного из правителей. Сегодня у нас 45-й император Японии под именем Сёму. Стоит начать с того, что само рождение Сёму уже само по себе событие. До, скажем так, рождения Сёму не было детей на престоле, родители которых были не оба из правящего рода. То есть отец Сёму, император Монму, он женился не на девушке из рода Ямато, то есть не на девушке из правящего рода, женился на девушке из клана Фудзивара, которую звали Фудзивара но Мияко. Таким образом, у Сёму отец представитель рода Ямато, а мать из клана Фудзивара. И, скажем так, Сёму это первый, повторимся, ребенок, который взошел на престол, не имея обоих предков из рода Ямато. Другой интересный момент, то что отец Сёму под именем Монму умер, когда мальчику было всего лишь 6 лет. Это довольно-таки ранний возраст, и, скажем так, наследник престола, мальчик, у которого не оба родителя из правящего рода, отец которого уже умер. Казалось бы, это прям прекрасная цель для дворцовых интриг. Но Сёму повезло. Его взял под крыло дедушка, то есть отец его матери, которого звали Фудзивара но Фухито. Вот. И, получается, дедушка оберегал своего внука, и что позволило ему дожить, не просто дожить до совершеннолетия, а в будущем еще и взойти на престол. Итак, Сёма рос под присмотром дедушки, и в возрасте 23 лет он взошел на престол, который ему уступила его тетя, императрица Генсё, и смена власти произошла без каких-либо конфликтов. Важно сказать, что Фухито очень сильно влиял на жизнь внука. Об этом говорит как минимум тот факт, что одна из будущих жен императора, была дочерью его деда, получается, его тетей, сестрой его матери. Вот. И как бы Фудзивара крепко держали Фухито, не под контролем, а под своим влиянием. Началось правление нового императора не очень радужно. В период между 735 и 737 годом на территории Японии разразилась страшная эпидемия оспы. Эта эпидемия унесла жизни почти треть населения всей страны. По современным подсчетам, смертность составила почти в 1 миллион человек. Считается, что эпидемия пришла на архипелаг с территории Кореи, ее занесли рыбаки, и очаг зарождения инфекции был на острове Кюсю, это вот самый, получается, восточный остров Пелага большой, и впоследствии оттуда эпидемия перешла на основной остров, на Хансю. Вот. Кюсю был в плачевном состоянии, оттуда бежали арендаторы земель, то есть крестьяне, что впоследствии очень сильно отразится на экономическом положении острова и на настроении жителей Кюсю. Но в столицу эпидемию принесли не крестьяне, а чиновники. В 736 году, то есть самый разгар эпидемии, группа чиновников, которая путешествовала по Кюсю, заразилась и вернулась в столицу, принеся с собой бедствие. Всему повезло, он эпидемию пережил пережил, но большую часть совета, то есть органа, который помогал всему управлять империей,
Вот, большую часть совета эпидемия не пощадила, и, по сути, все основные советники умерли. А вот тут стоит остановиться чуть-чуть поподробнее на тех, кто были советниками Сёму. Мы говорили про влияние деда Сёму Фукита на своего внука. Так вот, все советники, все основные советники императора были из рода Фудзивара, и все они погибли. Вот, дед Сёму тоже к этому времени уже умер. Таким образом, Сёму удалось избавиться от влияния клана Фудзивара и поставить на эти весьма важные должности в империи людей не из клана Фудзивара, а из сторонних кланов. Итак, как мы сказали, Сёму своего шанса не упустил. И на освободившиеся ключевые посты назначил своих людей, представителей других кланов, а самому клану Фудзивара достался всего лишь один малозначительный пост. Само собой, эта ситуация очень сильно ослабила влияние клана. И как раз в этот момент на сцену выходит новая фигура – монах под именем Генба, до этого 17 лет живший и учившийся в Китае. Считается, что возвышению монаха помогло то, что он вылечил мать императора от оспы, проведя некие магические буддийские ритуалы. В награду Генба был назначен настоятелем храма Кафукудзи и получил высший монашеский сан Садзё. И само собой клану Фудзивара не могло понравиться возвышение какого-то пришлого человека без роду племени, не принадлежащего к каким-либо влиятельным кланам. И один из Фудзивара под именем Фудзивара но Хирацугу, племянник императрицы и, получается, дальний родственник Сёму, решает вступить в конфликт с Генба и потребовать его отставки. Император не прислушался к Хирацугу, но как-либо наказать его за ослушание не мог, за нападение на своего приближенного, и сослал Хирацугу на остров Кюсю, назначив его наместником провинции Дадзайф. В 740 году, находясь в изгнании на Кюсю, Хирацугу объявил, что считает монаха Генба предателем и коррупционером, что он и группа других чиновников, ответственные за недовольство в столице, за проблемы, которые есть в Японии, и указал на провалы недавней политики, описал катастрофы неба и земли, которые сотрясали Японию, назначив виновником Генба. Он их не только обвинил, он потребовал у императора отставки Генба и ряда других чиновников. После того, как послание дошло до Нары, Хирацуга официально объявил себя мятежником. Вот, и тем самым бросив вызов власти Сёму. Хирацугу был не просто представителем клана Фудзивара, он был лидером одной из ветвей клана и обладал собственной, скажем так, армией. Но он сражался не один, Хирацугу поддержали крестьяне, которые жили на Кюсю, и местные князья Удзи. Почему же они его поддержали? Мы помним, что эпидемия оспы началась как раз на Кюсю, и на острове был голод, было большое недовольство властью. Прям очень благодатная почва для любых волнений и восстаний. Также Хирацугу запросил помощь у корейского государства Сила, но они ему отказали, решив не вмешиваться в дела Японии. Так вот, используя влияние своего клана, используя свою должность наместника в Дадзайфу и поддержку местных князей, Хирацугу удалось собрать армию численностью в 10-15 тысяч человек.
В ответ на действия Хирацугу Сёму сам созвал армию, и армия Сёму составляла порядка 17 тысяч человек. Генералом он назначил Онано Адзумабито. Рекрутов в армию собирали с Центральной и Восточной Японии. Людей из Кюсю не призывали, потому как, скажем так, они были не настроены воевать за правительство, и многие симпатизировали Хирацугу. То есть допускать в свои войска каких-либо шпионов, подрывные элементы было бы очень опасно. Параллельно император отправился в тур по восточным провинциям с целью, скажем так, проявить себя, свое влияние и не допустить восстания на другом конце страны. Вот. Иначе ситуация бы резко осложнилась. Стоит сказать, что армия и Хирацугу, и Сёму стояла и из пехоты, и из конницы. И как раз основной решающей силой была конница. Итак, Хирацугу поднял восстание. А что же делать дальше? Напомним, что он находится на острове Кюсю, который остров, и его отделяет пролив под названием Канмон от основного острова Хансю. План Хирацугу состоял в том, чтобы разделить свою армию на 3 больших отряда. Одним отрядом командовал бы он, а 2 другими его приближенные. Вот, разделиться на 3 части, и когда правительственные войска будут переправляться через Канмон, ударить сразу с 3 сторон, окружить их и уничтожить. Но план не сработал, поскольку одна из армий опоздала к назначенному месту сбора, а другая и вовсе не явилась на будущую битву. Таким образом, правительственная армия высадилась на Кюсю без каких-либо проблем и смогла захватить ряд лагерей под названиями Томи, Итабицу и Мияку. Командующий армией правительства Адзумабито, по сути, без боя занял значительную часть территории, и помимо этого получил усиление своей армии продуктами, оружием и расширил ее состав почти на 4000 человек. Стоит признать, что Адзумабито действовал очень умно. Переправившись на Кюсю, он начал распространять императорский указ о том, что все, кто сложит оружие и перейдут на сторону правительства, будут прощены, а те, кто принесут голову мятежника Хирацугу, будут еще и вознаграждены. И такая пропаганда возымела действие. Ряд союзников Хирацугу сдались и перешли на сторону правительства. Что же делал сам Хирацугу? В ноябре остатки его армии, от которой осталось порядка 10 тысяч человек, то есть он без боев потерял почти треть, решили сразиться с правительственными войсками на реке Итабицу. Хирацугу планировал переправиться через реку и атаковать, но что-то пошло не по плану. Переправа не удалось, и в ходе нападения войск Адзумабито армия Хирацугу была разбита. Сам Хирацугу сбежал, бросил своих людей и попытался уплыть на территорию Кореи в королевство Сила. Но, опять же, Хирацугу очень не везло в этом восстании, и как раз когда он отплывал, разразился шторм, и волны не дали его лодке отплыть от Кюсю. Именно там его и поймали. И уже в конце ноября, не дождавшись решения императора, какого-либо суда, Хирацугу был обезглавлен, а его голову выслали Сёму. Итак, восстание подавлено, мятежники разбиты, и, казалось бы, мир восстановлен, но Сёму не спешил возвращаться в столицу и путешествовал по восточным провинциям еще 9 лет. По ходу своего путешествия Сёму пришел к выводу
что опираться только на армию, на поддержку кланов, может быть несколько опасно. Ведь когда голод и неурожай, какие-либо другие бедствия, есть авантюристы, которые готовы попробовать получить власти больше, чем у них было до этого. Таким образом, Сёма пришел к выводу, что нужно опираться на что-то еще. И своей новой опорой он выбрал буддизм. Находясь в путешествии, Сёму отправил указ о строительстве целой сети храмов по всей стране. Были обычные храмы общие, которые назывались какабунджи, были и специализированные женские монастыри, которые назывались какабуниджи. Таким образом, эти храмы могли выступать как некие проводники власти императора посредством такой мягкой силы буддизма, напирая на то, что... Напирая слово такое, ну да ладно. Распространяя мнение, что какие-либо конфликты — это нехорошо, и все проблемы нужно решать миром, что император за нас молится, все будет хорошо, не надо возникать. Также в 743 году Сёму издал указ о строительстве Великого Восточного храма, храма Тадайдзи, и отливке монументальной фигуры Будды, которая называется Дайбуцу, Великий Будда. О этих событиях мы говорили еще в видео про период Нара. Дайбуцу изготавливали, получается, у нас 8 лет, и в 751 году он был готов, и в 752 был перевезен в новый храм в Тадайдзи. Несмотря на то, что Фудзивара но Хирацугу был казнен и мятеж успокоен, монаху Генба не удалось спокойно прожить свою старость. Довольно-таки скоро он был сослан на то же самое Кисю, с которого все и началось. Там он умер. И по поверьям считается, что Генбо убил дух Хирацугу. Таким образом, Фудзивара все-таки добились своего, не через восстание, а через мягкую силу, и инородный элемент из окружения императора был удален. Ну что ж, давайте подводить итоги. Император Сёму, который был лишь наполовину из рода Ямато. Напомним, что его отец Монму был из правящего рода, а мать Мияка из клана Фудзивара. Так вот, Сёму, а мать которого была Фудзивара, которого воспитывал дед из клана Фудзивара, и который был женат на одной из кланов Фудзивара, сумел воспользоваться удачным моментом с эпидемией оспы и оттеснить этот клан от правления, убрав их со всех ключевых постов в своем правительстве. И чтобы место не пустовало, он приблизил к себе лидеров прочих кланов и решил разбавить исключительно знатную верхушку буддийскими монахами, скажем так, такой буддийской элитой. Это вызвало недовольство одного из лидеров ветвей клана Фудзивара но Хирацугу, который поднял восстание на опустошенном эпидемией оспы острове Кюсю. Восстание Хирацугу провалилось, но монах, против которого, буддийские элиты, против которых было поднято восстание, все-таки были удалены из правящего круга. Так что в некотором роде Хирацугу своей цели достиг, хоть и посмертно. Сёма понял, что опираться только на силу и на, скажем так, доверие, на мощь прочих кланов опасно, и сделал ставку на буддизм. Да, его попытка приблизить Генба вызвала мятеж, поэтому он решил сделать все несколько более аккуратно и начать
распространения буддизма снизу, то есть по крестьянским массам, выстроив целую сеть храмов и впоследствии построив великий храм Востока, Тадайди. Сам Сёму, как мы можем догадаться, был большим сторонником буддизма, и после своего правления, которое длилось целых 25 лет, для правителей той эпохи весьма солидный срок, он сам постригся в монахи и закончил уже свою жизнь как буддийский монах. Уйдя с престола, он передал трон своей дочери под именем Кокен, у которой тоже была интересная жизнь. Она дважды становилась императрицей, первый раз под именем Кокен, а второй раз под именем Сютоку. Вот таким образом мы с вами рассмотрели жизнь одного из японских императоров, который смог избавиться от власти клана, который его взрастил. Казалось бы, предательство, но, с другой стороны, возможно, не хотел чувствовать себя марионеткой. Императора, который очень сильно способствовал распространению буддизма на островах, и, в конце концов, сам даже стал монахом. На этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, и, надеюсь, вам было интересно. До свидания.